Не знаю, как называется. Без границ, подсказываю. Ну, новый альбом мой называется «Без границ», потому что мне не нравится, как это, устопориться, да? Устопориться, останавливаться на одном жанре. Мне хочется показывать, ну, разные жанры, разные виды музыки людям. Особенно, когда у нас наверняка будут несколько юных людей в публике, и на сцене, и в публике. Так что, ну, так как Влад говорила, что будущее это дети, я хочу детям показать очень разнообразную музыку. И показывал. И к родителям тоже. И бабушке, и дедушке. Чтобы на самом деле они понимали, что их дети, их внуки, не знаю, кто еще, да, сестры и братья могут достичь этих высот, потому что все ребята, они из простых семей, все верили в свою мечту и реализовывали свои цели и свои идеи. Они добились признания миллионов, они добились признания публики, они добились многих наград, и хочется показать, что все это абсолютно реально. Хочу передать слово Диме, который будет ведущим этого концерта, который, я думаю, исполнит несколько своих песен, ну и расскажет о том, что вас ждать. Друзья мои, вообще вам нужно запомнить одно, что 19 октября 2010 года Октябрьский палац, на сцене 3 кумира миллиона. Да, Виталий Козловский, Александр Рыбак и Дима Кривенко вместе с роскошными балетами, вместе с новой программой, что у одного роскошного артиста, что у другого прекрасного артиста. Это зрители, это дети, дети-сироты. Я сам сирота, у меня нету ни папы, ни мамы, ни бабушки, ни дедушки. Поэтому детки, которые будут на нашей сцене, они увидят, что мы же тоже мальчики как бы с улицы. У нас нету уж слишком денег, у нас нету богатых продюсеров. Ну, я за себя говорю. Да, у нас были известные любовницы, но об этом чуть позже. Поэтому приходите на позитивный концерт, где будут песни о любви, песни про счастье, песни про здоровье, где будут бабушки, дедушки, мужчины, женщины, детки, вы, если купите билетики, если вам хватит. Товарищи журналисты, а? Если билетиков хватит, потому что концерт 19-го осталось очень мало времени. Роскошная декорация, но балеты и самое главное, хорошее настроение, позитив. Как глава благотворительного фонда, который работает с творческой молодежью, я хочу сказать, что очень важным является личный, показательный момент. Нас объединил один человек. Он сегодня тут присутствует, и в принципе она же и есть организатором, да, это та затейница, благодаря которой, наверное, сегодня это и происходит. Это мой менеджер Яна Предко. Ваши аплодисменты. Слушай, интересно, как давно ребята познакомились и вообще при каких условиях? Вот, а я сейчас расскажу. Значит, познакомились мы с Сашей, он, наверное, этого не помнит, потому что он был весь в феерии от того, что произошло вокруг него. В крутом клубе под названием Украина, Палац Украина. После концерта прошлогоднего Сашиного во Дворце Украина, я пошел за кулисы и познакомился с ним. Ну, я познакомился, он об этом, наверное, не помнит, потому что я тоже после своих выступлений ничего уже не помню. Я весь в феерии, я забит положительными эмоциями и... Да. Ты помнишь? Помню. Вот, но уже окончательно мы познакомились и, как сказать, и утвердили эту дружбу, знакомство, да, приятельство. В этом году на яхте мы отдыхали просто вместе с нашими друзьями. Вот. Спасибо. Можно старшую версию? Можно старшую версию, как вам подошел Виталий? А вот моя версия. Не, я совсем согласен. Я очень, опять, это все из-за Яны. Что, во-первых, что она наверняка Яна тебя пригласила, да, на концерт? И яхту Яна, нет, не твоя, не твоя, нет. Но, короче, мы отдыхали на яхте. Я даже не знал, что здесь есть такие хорошие артисты, которые такие гостеприимные. Я к
артист, а артист вообще. Мне очень понравилось. Я надеюсь, что я иногда могу приезжать сюда в Украину не только чтобы работать, а еще и посещать моих друзей. Давайте следующий вопрос. Свой вопрос к вам. Во-первых, каким образом будут выбираться, вы уже отобрали, собственно, детей, которые... Вот кроме тех артистов, которые сейчас присутствуют перед нами, кто еще, может быть, возьмет участие, примет участие в концерте? И кого вообще приглашали? Может, кто-то не согласился? Было такое? Можно я отвечу? Я на самом деле еще не ответила на вопрос ваш от газеты «Жизнь». В двух словах хотела сказать, что когда-то очень давно, это был 99-й год, я сделала первый концерт благотворительный, скажем, в своей жизни, да, когда были собраны украинские артисты. На тот момент это были топовые артисты, их было 15 человек. Это был благотворительный концерт в Днепропетровском дворце спорта. Они приехали, выступили, были собраны дети из разных детских домов, из школ-интернатов, и это был большой трехчасовой концерт. И вот на протяжении многих лет я думала о том, чтобы сделать такую же акцию большую в столице, возможно, в других городах. И мне приятно, что сейчас мы это можем реализовать. Поэтому это фактически стало продолжением инициативы, которая очень была давно и почему-то на какое-то время была забыта. Это первый момент. Второй момент. Не хочется превращать концерт в концерт а-ля песни года, когда все артисты могут спеть по одной, по две песни. Поэтому у нас будут принимать участие несколько артистов. Это все топовые артисты, и причем не только вот как Саша, он певец-музыкант, да, Виталий это певец, Дима Каляденко шоумен, ведущий уже певец. Будет также принимать Александр Лещенко участие, это один из топовых танцоров Украины, победитель танца со звездами и танцует для тебя. Да, будет еще несколько артистов, которые фактически имеют прямое отношение к нашей и социальной теме концерта, и те, которые соответствуют, вот, наверное, той концепции, которую мы преследуем. Потому что это должны быть реально талантливые люди, не продюсерские проекты, это не должны быть какие-то меценатские, спонсорские, да, то есть мы хотим собрать реально талантливых людей, реально тех, которые получили признание, реально тех, которые добились всего, что они имеют сейчас своими силами, и которые реально смогут петь живьем, с живыми музыкантами, с балетом, чтобы это было ярко, по-настоящему, искренне и честно. Это на самом деле самое важное, на мой взгляд. Поэтому я думаю, що це буде реально дуже хороший концерт. Скажіть, будь ласка, Христина Граньок, телеканалом 1. В мене питання до Віталіка і до Саші. Чи пам'ятаєте ви свій шлях, як ви дійшли на Олімп естради? У випадку Віталіка української, європейської у випадку Саші? І чи вважаєте ви, що українські молоді таланти можуть добитися того ж? Яким саме шляхом? Вы знаете, у каждого, наверное, своя дорога. У каждого дорога тернистая, у всех непростая дорога. Каждый идет по ней по-разному. Каждому судьба улыбается тоже очень по-разному. Но я верю в то, что если ты стучишь, образно говоря, в двери, то рано или поздно эта дверь заветная твоей мечты, она открывается. Вот. И, наверное, с самого детства я поверил в свою мечту, она сбылась. Честно сказать, никогда мне не было просто, хоть порой со стороны люди мне говорили, что в твоей жизни все очень быстро и стремительно произошло. Нет, так не было. Были очень тяжелые моменты, и эти моменты происходят до сих пор. Ничего мне просто так не дается. Каждый какой-то новый этап – это как огромнейшее испытание для меня, каждый раз. Вот. Я вам хочу сказать, что я не знаю, каким образом сейчас можно прийти на профессиональную сцену молодому артисту, но я понимаю, сейчас существует очень много телепроектов, через которые можно себя проявить. Вот, но вот чтобы не вдаваться ни в какие проекты, а вот просто самому по себе вот прийти в шоу-бизнес и утвердиться там, я не представляю, что нужно сделать. То есть, наверное, просто нужно действительно трудиться и упорно идти только вперед. И действительно, вот рано или поздно приходит этот успех, люди тебя слышат, они тебя принимают, да, любят тебя, и вот так вот как-то может случиться. Такі проекти, як ваш цей концерт, можуть дати шанс засвітитись молоді? Ну а почему бы и нет?
Я хочу сказать, что вот именно такой концерт, который произойдет 19 октября, даст огромную возможность молодым талантам засветиться, самоутвердиться, проявить себя, открыть в себе что-то новое. И если такие проекты, которые будут снова 19 октября, если они станут хорошей традицией в нашей стране, то это будет огромный успех, это будет большой плюс для нас, как уже, скажем так, в чем-то состоявшихся артистов, хотя, я говорю, в творчестве нет ограничений, тут можно всегда себя находить с новой стороны. Но, с другой стороны, это даст огромный потенциал и огромную веру тем, кто только начинает. Молодые люди, молодые артисты, молодые талантливые исполнители смогут для себя открывать новые грани. Это прекрасно. Ой, я совсем согласен, но я не знаю, после такой речи не буду на моем скандинавском ломаном русском что-то пробовать говорить. Но как скандинавец, я могу еще сказать, что кроме того, что упорно работать и заниматься усердно, нам вот в Скандинавии еще нравится раздавать радость. И я сразу вижу, в Украине, в России, во всяких странах, довольно строгих странах, да, там те артисты, которые навсегда остаются на сцене, это те, которые не только работают, а которые еще дают радость и любовь людям, так как Филипп Киркоров, Алла Пугачева и вот юный Виталик здесь. Юный. А. Я думаю, что все артисты, которые здесь, это те артисты, которые надолго. Да. Угу. Ты еще можешь хоть сказать вот так? Я на самом деле хочу сказать о том, что на самом деле вот это ответ на ваш вопрос, что мы хотим собрать настоящих артистов, которые действительно дарят людям радость, которые действительно творят, и которые живут этим, и которые отдают всего себя сцене. То есть к этим артистам на 100%, я считаю, относится Саша, на 100% относится Виталик, на 100% относится Дима, на 100% относятся те балеты, те музыканты, которые будут, те дети. И на самом деле я еще хочу сказать, что вот, если мы говорим о детях, что для многих, кто будет сидеть в зале, и для тех, кто будет сидеть на сцене, это станет новой ступенькой. Потому что, я думаю, вряд ли они мечтали о том, что они попадут на большую сцену столицы, о том, что они смогут вместе с такими известными и популярными артистами выступать в одном концерте. Я думаю, что это станет большим стимулом для тех, кто уже будет на сцене, и для тех, кто будет сидеть в зале, потому что это все абсолютно реально. Вы говорите, что вы дадите детям засветиться, а будут ли приглашены те люди, которые заинтересованы в продюсерах? Ну, на самом деле мы не устраиваем продюсерские отсмотры. Мы хотим просто подтолкнуть талантливых детей. Да, это стимул. То есть в первую очередь это стимул. В первую очередь это стимул для как и молодого поколения, так и для поколения родителей, сестер, родственников, да, которые скажут: вот, посмотри, ты видишь, что ты можешь этого добиться. Какие? Большие, маленькие? Да, режь. Можно сказать? Что, господа журналисты, вы уже проголодались? Да. Конечно, такой запах идет. Есть.